Везл 2 кабеля. Видите? 4 жилы. Такой чердак. Просто. Гигантская железная кровать. Ребят, ну, блин, тащить мне ее очень много километров, поэтому... Друзья, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик. С вами Витек на связи. Наш YouTube-канал расскажет вам про свалку, про людей, которые на ней живут и обо всем об этом. Но, судя по ролику, вы поняли, что мы с Максом замутили 4-й сезон выживания. Сзади меня железнодорожный вокзал Радошкойчи. Именно здесь все начиналось. Как? Нет, не так. Это уже закончилось. Сейчас покажу, как начиналось. Поехали. Ну что, без 5:05. Первая электричка в 5:00. Что, друзья мои, город Минск, столица. Ждем Максима. Вроде Егорчик должен подъехать. Сейчас определим городок и поедем туда, в этот городок. С чем? Ни с чем, с термосом чая. 3 дня, чужой город, без денег. И мы начинаем. Здорово, може, не? Могилевская. Привет, привет. Лысая Привет, братва. А что ты целый рюкзак набрал? Куртка там, нема ничего. А, я тоже взял рабочую куртку, кстати. Я проверю, что у тебя. Конечно, это тебя тут надо... Не мог, говорит, ничего, друзья, ты на выживание собрался, какой-то военный рюкзак полный. А вот и Егорчик. Что, нормальные люди? Нормально дома спят. Ой, я с тобой согласен, я вообще пацаны. А это Могилевская наволочка говорит, я на 2-м этаже, я поднимаюсь еще там половина народу спит. Звоню, сбрасывать. А такой, а мы уже на центральном входе, а здесь был 5 минут назад. Пацаны, вот 30 плюс. Я еду в электричке и думаю, куда, зачем? Что, вообще не алло, да? Максимка, а что ты больше любишь, курицу или говядину? А все равно, мне кажется. Значит, тебе будет О, говядина, запрещенка пошла. Это ж с первого сезона твой любимый а Вите продукт. будет курица. А, нормалды. Надо вот так делать, нам за рекламу не платят. Спасибо, братан. Кстати, я вообще с собой не брал. Да, говорит, полтос. Я брал с собой полтос, кстати. Ну, Даже попался жетончик на случай всякий. И, ну, я надеюсь, что я этот полтос покажу в конце ролика в том городе, откуда буду выезжать. 55 рублей. Мне даже жетончик. Витя, я тебе говорил, купи за 5 рублей. О, у меня, кстати, такая же 20-ка, но шнур, конечно, ушатанный, тебе фартануло. Я взял и шнуры, и пауэрбанк. Пусть сейчас проверит. Ну, такой. Давайте что, проверим содержимое рюкзачков. Что, Женя не приедет? Не, Вот не видишь, работает. нормальный человек. Спит, правильно. Я бы тоже спал. Я тоже с работы вчера хлеб. Так, он выключен, да? Пока не садишься в электричку в 5 часов утра, думаешь, ну можно было бы там проектик еще какой-нибудь заснять. Потом думаешь, да ну, ребята, ну куда? Но тем не менее, мы на ЖД вокзале, друзья мои, мы начинаем выживание. Сейчас мы при помощи Алисы. У тебя есть Алиса? Ты взял с собой подружку? Ну, конечно. Подружка. Приложение. Подружка Алиса определит нам города. И, короче, мы разъедемся кто куда. Разный контент на разных каналах, поэтому только так. Порядок. Сейчас покажу все. Вот я на коленях. Каюсь. Каюсь. Есть запрещенный один продукт. Какой? Сало 100%. Ага. Вот, у меня есть перчатки вот такие зимние. А, фонарь взял. Фонарь. Запрещенный продукт. Чекушку взял? На всякий случай. Писец. Что? Что Полный. писец? А у тебя нету запрещенки? Нет, я не брал. Ну и ладно. Я думал, потом думаю, не. Не, ну я его взял на самый черный день, который там... Я взял термос. Он взял на черный день беленький. Да, я взял термос чая. Все. Я без термоса. А я с термос. Вот так. Раз как там, Ну а Геннадий так не что? Это я термос всегда беру. Куртка. Так. Это Таха мне с собойку что-то в дорогу. Не, и там нету ничего уже. С собой. Хлеба кусочек. В дорогу в эту. Он, наверное, в жлобе когда стоял, все съел, мне писал. Носки, трусы, шапка и это мыльнобрынка. Ну так себе бомж, да? Еще и с Слушай, чекушкой. типичный могилевский дом. Еще и с чекушкой. Карточка есть. Ой, братан, у меня все она проще. с нулем. Никаких карточек. Никаких карточек, рабочие Ой, перчатки, что ты? фонарик. Термос чая горячего.
Еще одна перчатка. Ладно, у вас ты еще Фиг знает, сколько зарядок, а мы пауэрбанки. А, я ножик взял. Не знаю, в ролике ж нельзя, наверное, показывать. Ножик взял. И... Ну, может быть, да. У меня как-то было, что тоже банили. Да, и куртка рабочая. А где пауэрбанк? А, вот пауэрбанк, что? Никаких запрещенных. Бабки. Какие бабки? Бабки на базаре, блин. Бабка ты. О, провода. Это с прошлого выживания, кстати. Точно. Кусочек медяшки. Начало есть. Это с прошлого выживания в рюкзаке. Помнишь же, в Витебске медяху меньше килограмма не берут, короче. Наличных 10 рублей на проезд. У меня 55. Давайте выбирать город и разъезжаться. Все. 3 дня. Рандомный город. Сейчас определит Алиса. Что, где, когда. Денег 0. Не, 55 рублей в кармане, но с ними же на фоне ЖД вокзала того города, в который отправимся, я надеюсь, что я в пятницу вечером зафоткаюсь и благополучно. Нет, ты каждый день показываешь, что они живые. Как я показывал. Да? В каждом ролике показываю, вот денежки. Они А то живые. что ты там подложишь на вокзале, приедешь. Как это работает? Витя, бери шапку, садись на вокзале, вот тебе будут деньги. Подай тебе одному блогеру. Задача Можно пользоваться тем, что блогер и Не. за рекламу, чего? Да ну ты не серьезно. Нельзя? Так а я приеду, ну по-любому у меня в каком-нибудь городе Беларуси есть подписота. Подписчики. Причем подписчики? Ну да как-то. Можно я чем шаурму и прорекламирую вас? Дайте мне 2 сосиски. Что-то знакомое. Давай Я так. скажу, что это вкусно. Если честность людей, да, то изначально ты просишь шаурму, не говоря, кто ты. А потом уже, если совесть позволяет прорекламировать, и если человек тебе добром ответил, тогда рассказывай, что ты блогер. А то, конечно, блогеру шаурму все дадут, а вот обычному человеку дадут ли шаурму? Это вопрос, кстати. Алиса, назови Максиму любой рандомный районный город Беларуси. Районный? Вот несколько примеров районных Не пойдет. Не. А, все, вот, сейчас, подожди. Ох. Ох. Алиса, Я не выспался. Алиса, назови Максиму любой районный город Беларуси. Вот несколько А, нет, стоп, подожди, блядь. Давай я скажу, Нет, как подожди, в прошлый раз. Помнишь, я сказал, и Нет, все нет, пошло. Город для Максима. Нет. Да какого, при чем тут Максима? Зачем Максима? Щас, Просто нет, подожди, нельзя как- сказать, как я Алиса, запрос назови делал? Щас. город Беларуси. Даже видишь, что тут запрос я Максу скинул, Ох как я делал ты. запрос. Назови любой рандомный район. Это вот в прошлый раз тоже так ковырялись стояли, помнишь? город Сморгонь. Друзья мои, у Максима выпали Барановичи, мой город Сморгонь. Макс ушел куда-то курить. Вопрос вообще, есть ли билеты в это направление и как туда можно уехать. Ну, потому что, типа, первый день выживания, если там поезд приходит реально позже 2 часов дня, да даже, ну, наверное, часа дня, ну, не имеет смысла, за полдня вообще ничего не сделаешь. Вообще классно было бы с вечера. Вот если бы с вечера мы это делали, ночь куда-то ехать, то это тема. А так пока Через непонятно. 20 минут и билеты есть. Куда? Баранович. Через 20 минут? Да, вот это же говорил, вот. 6:55, да? Это что, это поезд, электричка? Да. Так поезд, вот 8:41 Баранович. Нормально, а Сморгонь посмотри. Сейчас Егорчик смотрит расписание нам, на чем можно уехать. Маршрутка Сморгонь. Я ж в прошлый раз уехал на маршрутке. Может быть там электричка. Поезд не обязательно. Ну, так сейчас смотри, просто по поезду пока. Баранович Полесский. Так. Ищем подбор электричек, Стоп. поездов, маршруток. Смотри, Что? Минский институт культуры, Баранович Полесский, 5,90. Это Макс. Где это? Электричка? Да. 7:10. Так иди, пошли, он в кассах. Сколько электричка ему? 5,90. 5:90. Ну, а прибытие когда? 10 часов, вообще нормально. Ну, 7-10 отправлений. А мне Через полчаса. почти в 11 я приеду. Первая экономия. Так, путешествие в город Сморгонь начинается с жетончика на метро, друзья мои, по городу Минску. Надо добраться, Минск Северный. Ну вот он, друзья мои, мой счастливый билет 29.10. Минск Северный, Сморгонь. 4,80 путешествия. 50 рублей 20 копеек у меня осталось. И я надеюсь, что я их каждый день буду для вас фиксировать, они мне не пригодятся. Но это типа самый-самый крайний, жесточайший случай, если не будет на билет обратно. Вот. Ну что, друзья мои, вагончик тронется, перрон останется.
Ну что, друзья мои, люди разошлись. Приветствуем меня. Станция Смаргонь. Вот так она выглядит. Вот столько поездов. Короче, подписчики города Смаргонь, передаю вам пламенный привет. Я буду снимать выживание в вашем городе. Так, что еще я хочу рассказать? Пока я ехал, прогуглил металлоприемки Смаргони. Немного. 2 отметил в навигаторе в телефоне. Вообще, суть выживания, да? Кстати, ребят, по поводу металлоприемок, обзор на самые честные металлоприемки, я вам на ролик ссылочку в комментарии закрепляю. Цены, где вас не обманут и где можно выиграть iPhone или машину. Самые честные металлоприемки Республики Беларусь. Деньги у них есть всегда. Вот, поэтому ролик в комментариях. Так, что же у нас в Смаргоне по приемке? Не знаю, 2 для себя отметил в навигаторе. Отметил порядка 5 заброшек. Все они находятся на окраине. И общий круг пешкаруса у меня получается 11 километров 700 метров. Да, 11 километров пешком прогуляться мне придется. Может быть меньше. Может быть на первых заброшках я что-то найду. А может быть не найду. На самом деле у меня есть с собой термос чая. И, ну, тяжеловато. Сейчас зайдем в вокзал, попьем чаек. Вот, попьем чаек. И отправимся в путешествие по городу Смаргони. Так, выживание. Выживание штука сложная. Там теплее. Кстати, с погодкой мне повезло. Солнышко, ребята, солнышко. Ветер, солнышко, плюс 5. Пока что плюс 5. Посмотрим вокзальчик Смаргони. Может быть, тут продают булочки. И может быть, я попрошу одну в долг. Вот такой вокзал. Ничего нету. Просто зал ожидания и кофеаппарат, на который у меня, к сожалению, денег нет. Пока что нет. Смаргонь — это в большинстве своем частный сектор. Вон он в окошко видать. Сейчас пью чай, отправляюсь. Но есть и большой город. Вон он впереди. Термосик, между прочим, Коли из Логойска. Колян в Логойск, тебе большой привет. Свой до сих пор термос отыскать не смог. Мое чаепитие подошло к концу. С другой стороны вокзала открывается вид на город. Красиво. Вот дедушка какой-то. И вот она, Смаргонь, ребята. Так, в прошлом выживании я допускал ошибку. Я не пользовался общественным транспортом. Что зря. Этот раз я обязательно им воспользуюсь. Печаль. 6 нам не по пути. Даже с зайцем не удалось просквозить. Ну, ладно, ладно. Погнали. Так, что же в выживании вообще важно? Смотрите, оказались вы в чужом городе. Вообще, ну да, оказались вы в чужом городе, да? Вот, что? Вот мои действия, например. Я для себя сразу в навигаторе отмечаю. Это будний день, утро, можно сказать. Я для себя в навигаторе отмечаю заброшки, пункты приема металла. Надежд на что-то другое, ну, реально пока что не существует. К вечеру можно будет полистать. Вообще первая задача найти деньги на жилье и на еду. Это максимум, который надо выполнить в первый день. Вот. Ну, как бы типа, вот сейчас я утро в чужом городе. Я никак не могу найти работу. Вот. Хотя хотелось бы полистать чаты, но я полистал рабочие чаты. Большинство людей с Смаргони работает завод станкостроения. Тут есть какие-то бетонные, завод газосиликатных блоков. Кто-то работает в Молодечном. В большинстве своем люди ездят в Минск. Поэтому задача выживания — заработать деньги, уехать в столицу. Вот. Так, металлоприемки, заброшки. Найти хоть какие-нибудь железные гвозди, сдать их, найти где переночевать и что поесть. Поэтому этот минимум в этом первом ролике я собираюсь выполнить, благодаря только заброшкам. Вот. Если на пути попадется шиномонтаж, сейчас осень, сезон, можно попроситься подсобником. Ну, либо так на какие-то предприятия буду заходить, спрашивать. Вот. Думал, на вокзале будут продавать булочку, попросить в долг. Увы, булочек не продают, а кишки мои уже чуть-чуть хотят кушать, но это еще терпимо. Все, я топаю к первой заброшке, хватит болтать. Друзья, первая заброшка. Я на месте, локацию сильно не палю. На доме замок, дом закрыт. Сельсовет обозначил дом под снос. На сайте сельского совета дом под снос. Вот. Нет, дом открыт, это не замок. Короче, сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим. Вижу. Что-то вижу. Вот я в заброшенном доме. Сейчас врубим фонарик. Перчатки, будем смотреть. Буквально пару секунд. Так, я врубил фонарик.
На моем пути исследования это самая дальняя, ребята, заброшка. Ну, чтобы, если что-то найду, было ближе нести. Видно, что сильно тут бомжи-то не лазили. О, отлично. Алюминиевые вилочки, ложечки. Алюминий. Алюминий, дорогой металл. Ну, как дорогой? 2 рубля. Килограмм. О, видали? Это уже удача. Всё. Так, там еще подносик алюминиевый. И много вилок, ложек. Много их там вот так вот. Это выглядит, только открыть надо. Серб железный. Первый дом и удача. Чуть-чуть цветного металла. Припечек, припечек. О, какая красивая штучка. От колокольчика. Никогда такого не видел. Печечка. В печечке. О, алюминиевая кастрюлька. Здравствуй. Ха-ха. Ребятки, вон она лежит. Отлично. Железная кастрюлька. Отлично. Давайте сам дом посмотрим. Как-то диваны отодвинуть. Диванами вход подперт. Такой кителек. Вот так. Так, а в доме светло. Наверное, чуть металла. О, как тут светло. Все, фонарик пока не нужен. Хороший дом, большой. Гигантская железная кровать. Ребят, ну, блин, тащить мне ее очень много километров, поэтому это могло стать сразу куш хороший. И вот я бы мог ночевать за эти деньги. Но я просто не дотащу. Смотрите, какая люстра. Иконы, красный угол. И в скором времени этот дом просто снесут. Все закопают, так сказать. Ай, как печально на самом деле. Так, есть чуть-чуть железного металла. Маленького, легенького. Вот не знаю, что делать. Набивать сейчас рюкзак. Крышечка алюминиевая. 2 рубля килограмм. Набивать сейчас вот таким вот металлом. Как бы сумку-рюкзак. Там копеек по 40. Либо делать акцент больше на цветной металл. Вот, шкаф. Ничего. Шкаф. Сумка, плащ, палочка, провод. Провод медный. Наверное, поскольку это первый дом, я делаю акцент на цвет мед. Поскольку мне уже немножко везет с ним. Делаю акцент на цвет мед. Что еще сказать? Я не знаю, что сказать. Еще есть сарай у дома. Полезу в сарай. Ну, а что я нашел? Кастрюлю по факту, да? 2 крышки, вилки, ложки. То есть килограмм, 2 рубля. Спасает ли он меня в моей ситуации? Вообще никак не влияет. Железное это 40 копеек. Тоже никак особо. Особо никак. Надо думать. Надо брать мелкий металл хотя бы. Все, ребят, выключаю, собираю. Вот, потом где-нибудь на краю. О, вилочка алюминиевая надо забрать. На краю какой-нибудь заброшки я вам разложу все свои находки. Вот, что можно сдать и как на этом заработать. Так, мне удалось насобирать алюминий чуть-чуть. Вилки, ложки, алюминий. Подносик алюминий. Так, кастрюлька, вилки, ложки. И вот железная тарелочка, кружечка. 2 кружечки. Короче, не знаю, пока, наверное, вот чермет вообще не буду брать. 40 копеек не спасет. Если ближе к приемке что-то большое, тяжелое я найду, то, ну, тогда, конечно, поволоку по мелочи. Ну, хотя 10 километров можно сделать потом еще раз круг, если прям мне нигде ни в чем не повезет. Так. Вот, какая бутылка интересная, смотрите. Коньяк. Какой год? Нету года. Старенький коньяк. Пачка от сигарет. Я не знаю. Ну, в общем-то, пока делаем акцент на цвет мед. И вот чуть-чуть уже попалась. Оп-хопа. А вот эта штучка, это бронзочка. Чуть-чуть или медь. Ну, вот так вот. Короче, пока вот так вот. Как я уже сказал, у дома есть сарай большой. Но тут, видимо, стояла скотина. Ничего интересного. Чердак и сено. К сожалению. Ну что, потихоньку будем возвращаться. Возвращаться к другим помещениям.
Я уже сказал, да, что это самое-самое дальнее было помещение, чтобы ближе было тянуть. Ребята. Кабель. Медь. Чувствую на ощупь, что медь. Опыт. Опыт, друзья мои, не пропьешь. Зашел в сарай. Ну-ка, ну-ка. А вот он тут. И вот он тут. Это все медь. Свет у дома обрезан. Вот, смотрите. Вот жилы выходят. Так, я за ножом в рюкзак. Однозначно медюха. Ну, нормально. Вот это я усмотрел. Так. Срезал 2 кабеля. Видите? 4 жилы. Хорошие. 20 метра. Сколько тут? Ну-ка, ну-ка. Метров 3-4. Метра 2 вот такого тоненького. Проводочка. 3 жилы. Части спалить непонятно. Есть еще один сарай. Пойду посмотрю. Нож пока положу. Смотрите, какая ставня железная. Но ее отсюда вытащить невозможно. Да. Все снесут. Ну что, попробуем дальше пройти. Тут уже и крыша легла, к сожалению. Найти ничего особо и не видно, что можно найти. Так, вот еще один маленький сарайчик. Что? Как я выгляжу, друзья мои? Рюкзак полон алюминия с первой заброшки. Курточка рабочая, курточка обычная. Во. Еще и в руках. Рюкзак падает. Шел, дорогие мои, нашел тихое место. Такое, почти безлюдное. Хочу обрезать кабель, потому что тягаться мне с таким кабелем, ну, вообще не вариант. В рюкзак не всунуть, там уже алюминий. Вот, короче, надо резать, почистить. Ну, какие жилки, смотрите. Валера, спасибо за ножи. Взял на выживание с собой. Да и весит он в резине. Смотрите, какая резина. Опа! Та-дам! Все, сейчас все разберу. Разбирается он должен легко. Так вот, одну жилку или даже все 4. Короче, фортуна на первой заброшке мне улыбнулась. Блин, какой-то кабелек, да? Попробуй разбери. О! Пошло дело. Конечно, самое легко это обжечь. Ребят, ну блин, где я тут буду обжигать? Может быть, за 3 дня я найду какое-нибудь местечко. Кстати, как вариант ночевки, это вот такая вот заброшечка. Очень такая была неплохая. Диванчик был, кровать железная. Можно было переночевать даже тут. Бесплатно. Но не интересно. Интересно дойти до условий. Пошло дело. Ребят, пару минут, и это уже выглядит вот так. Смотрите, маленький, совсем гнилой. То есть медь вообще извлечь легко будет. С большим, блин, не знаю. Конечно, мне бы костерчик. Или собрать все это дело в кучу. Идти дальше. Может быть, еще что-то найду, и потом костерчик. Ну, хотя бы от малой вот резины. Так, дорогие мои, с тонким все понятно. Вот так вот, граммов 100, наверное, меди, да? Ну, примерно. А вот толстый, рвал. Времени жалко, металлоприемки по времени ограничены. Поэтому вот так вот уже я его... Он легче стал намного. Место меньше занимает. Забираю в портфель и бегу дальше. Короче, ребята, вот такой домик. По пути к этому домику на этой улице еще 2 домика. Я там свой рюкзачок в одном из них оставил, потому что тянуться с рюкзачком можно тут что-то найти. Похоже, здесь меня ожидает разочарование и голый Вася. А я рюкзак оставил. Ладно, попробую залезть вовнутрь, что-нибудь раздобыть.
Зря я не забирал куски железной кровати, чувствую я. Придется топать мне обратно. Крыша провалена. Либо ждать, пока люди начнут идти с работы и спрашивать про какие-нибудь работы. Короче, непонятно, что мне придется делать, но пока что заброшки. Не унывай, все будет хорошо. Под ногами есть жестяночка. Кусок отлива. Можно взять, в принципе, килограмм 2. Рубль. Смотришь, рубль. Войдем в дом по кругу. Смотришь, рубль. И заработаешь. Опа. А вот она и печка. Ух, какой он разваленный весь. Да. Тут действительно ничего не найдешь. Провода, вижу, вон идут. Видите? Вопрос, медные или алюминиевые. Погнали, посмотрим-ка. О, кастрюля. Привет, кастрюля. Короче, я с пакетом и с ножом. Чтоб не быть мне с рюкзаком. Какая вешалочка прикольная. Шкаф сгнил. Так, что у нас по проводке? Какая была проводка в доме, алюминиевая? Не повезло. Не повезло. Ау, ребята. Нормально. О, это уже пару килограмм есть. Так, отлично. Так, пакет с ножом пока сюда. Обследуем весь дом, всю печечку. Она рухнула. И остались куски металла. Конечно, тянуть это мне еще далеко. Так, пройдусь по всей хате. То же самое сельсовет постановил закопать. Мне повезло, что еще до сих пор не вывезли, его не закопали. Сморгонь пока что мне нравится. Ого, ого. Так, какой-то хлеб, не хлеб. А, это проход туда, там я был. Это что такое? Что за проволока? Что за проволока? Какая? Какая? Стальная или алюминиевая? Магнита нету. Похоже на алюминиевую. И на стальную. Ладно. Идем дальше. Кабель алюминиевый. Проводочки. Ну-ка, ну-ка. Длинные алюминиевые. Грустно. Идем дальше. Так, за печкой. За печкой рубила вон валяется. За печкой рубила. Ау. Около печки. Еще одна. И телефон весь выпал. Отлично. Как я буду интернетом пользоваться, если телефон расфигачу? Никак. Так, ну что, давайте-ка в эту комнату пройдем. Заброшки, заброшки. Матрасики. Очередная печка. Очередная печка, очередной металлоломчик. Вот. Неплохо, неплохо. Но Витек дотащит это все. Не достать. Так, очередная комната. Мне бы чуть-чуть цветного металла. А так хорошо все начиналось в первой заброшке. Знал бы, взял кровать да поволок на приемку. Еще вопрос работы приемок. Надо успеть пораньше, чтобы понять, как работать, чтобы крыша на меня не легла. Ядрит, Мадрид. Ядрит, Мадрид. Фу, ну что, взял эти пару железяк и пошел дальше. И пошел поискать, чем перемотать черметик. Нашел маленький кусочек медного провода. Грамм-грамму. Какие-то железки небольшие попадаются. Птицы. Фу, напугало. Так, а мне надо был проводочек, чтобы перемотать черметик. Под ногами оказалась медяшка. Мелочь, но приятно. Когда на весы положишь, тогда поймешь только ее ценность. Этой самой медяшки. Буквально в 100 метрах следующий домик. Все открыто. По черняшке что-то есть. Кастрюльки. Такое себе. Я пока ту черняшку пронес, она там килограмм 7 весит. Фу, рука отрывается. Отрывается рука. Это за рундук такой. О, какой рундучок. Только нету в нем ничего. Так, проводка. Сельсовет постановил дом снести. Поехали. Хозяек нет, дом снести. О, интересненько. Еще фонарик на лобик оденем. Интересненько. Уже погреб. Погреб. А есть. Железка есть. Одна. Железка есть вторая, третья, пятая.
что-то есть. Ну, ребята, металл, блин, по 40 копеек, и весит он. Короче, протяни попробуй, как говорится. Ну что, фонарик. Фонарик. Поехали. Холодильник. Сзади есть алюминиевая трубочка. Забрал алюминий. О, класс. Смотрите, какая штука. Дрюка. Так. Револьвер. Вот. Тоже алюминиевый. Вот такой. Прикольно, да? Ну, так. Дальше ищем. Ищем дальше. Провод уже медный. Может, так соберу меди, да я обожгу. Только где? О, офигеть, меня поперло. Что это? Показываю на свет. Это бронзовые остатки от люстры. А, блин, на железной проволоке. Вот тебе ведь и поперло. Хрен тебе поперло. Задолбаешься разбирать. Если где-то буду ночевать, забрать и потихонечку разобрать, то копеечка. Идем дальше. Мне этот домик уже нравится. Так, печка. В печке лопатка алюминиевая. Можно разобрать. Так. Вот она. А ну-ка, иди сюда. Тяжеленькая. Там что у нас? Чего? Кирпичик пустой. Тут пусто. Черняшка. Вилка алюминиевая. Чуть-чуть черняшки. Медь. Меди нет. Самый а, него есть маленький кусочек. Маленький надо забирать, ребят. Вот он. Все надо забирать. На чем можно хоть что-нибудь как-нибудь заработать. Потому что я чувствую, буду ночевать в каком-нибудь подъезде. А, вот или еще что-нибудь похуже. Подъезд это еще нормально. Крышка. Крючок. Пока не понял, что это. Иду дальше. На, вот тебе домик. Подвал. Не провалиться бы. Так, вот. Сгнило. Плафон есть. За припечек посмотрим. Блин, рано Витек обрадовался. Походу тут дальше голяк. Провода даже облупили. Видно, медные были. Не успел. Кружка железная. Можно вязанку с кружек сделать. Чьи-то сапоги, шкаф. Да. О, монета. Монета, видите? Российская 20-ка 61 года. Возьму в карманчик. А может где-то удачу она мне принесет, та самая монета. Чего себе, прикольно. Монетка. Так что надо было глазу так увидеть монетку. Согласитесь, не каждый заметит. Не каждый. Ага. Ну, тут, ребята, удачи поменьше, но у дома есть чердак. И входа на него я пока не увидел. Сейчас попробую найти. Вход. Шкафчик, советская кружечка. Стаканчик советский. О, кружечка. ФЗ, что ли? Блин, сейчас, друзья мои. Неудобно. О, битая кружечка. Такая вот ЛФЗшка. Жаль. Смотрите, вот дырка на чердак. Там радиола лежит. Я сейчас посвечу. Видно? Короче, как туда пробраться? Это вопрос. Чердак гнилой. Нужно навернуться, но обязательно должен туда попасть. Друзья мои, ход был найден. Такой чердак. Просто. Сумка Олимпиада 80, смотрите. Барахольная, это моя жизнь. Но не меня ты сегодня не интересуешь, к сожалению. Меня сегодня интересует, то ничего можно заработать. Канистрочка, железо, трубочка, керосиночка гнилая. Баян сгнил. Я боюсь только заодно. Боюсь провалиться вниз. Вы видели, вон дырка, как гнилое. Какое все гнилое. И надежда тут что-нибудь найти, типа вот медный.
А, просто резина. Думаю, медный кабель. Радиола на металл разобрана. Катушку бы медную от нее. Так, это что такое? Катушки посниманные. Зря походу лез. Походу тут уже до меня побывал не один разборщик. Только бы не навернуться вниз. Пожалуйста. Хрен меня вот эти заброшки кто найдет. Да, медь достана вся. Блин, ну я такой путь на этот долбанный чердак проделал. Ладно, идем вперед. Вон еще дырка. Гнилая, сапоги на гвоздях. Радиола. Все погнило, все. Капец, мне сейчас вниз слазить. Такой путь, Витя, зачем? Знал бы прикуп, сидел бы дома. Такой у нас контент сегодня.